Посмотрите, посмотрите, что здесь происходит. Просто все в пене. Смотрите, вот палец. Вот палец. Смотрите. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Двойная Порция. И сегодня у нас опять обзор. Мы ничего не будем с тобой готовить. Сегодня мы будем чистить вот эти богом забытые сковородки. Погнали! Воу-воу-воу, пока не забыл, подписываемся на канал и ставим лайки. На просторах интернета я нашел одно замечательное средство. Народное. Не знаю, насколько оно хорошее, насколько оно плохое. Сегодня, в течение всего ролика, мы будем с тобой тестировать бытовую химию. И начнем мы, я думаю, со средства народного, дабы проверить, насколько народ у нас честен и честолюбив. Для него нам потребуется сода, перекись водорода и обычное моющее средство, которое у вас есть дома. Также мы проверим второй народный миф. Это средство для чистки труб. Крот. Но, к сожалению, крота мы не нашли. Мы нашли чистинсток. Та же самая херня, только другая упаковка. Четвертый претендент — это недорогой очиститель духовых шкафов, грилей и СВЧ. Удаляет нагар и стойкие загрязнения. Санитол 230 мл. Ну и всеми известный шуманит. Заодно и проверим, насколько он хорош. Погнали! Так как у нас 4 претендента и всего 2 грязные сковородки, мы с вами сделаем небольшую полоску. Также для нашего эксперимента нам потребуется пара кусочков фольги, дабы не уделать весь стол. Ну а начнем мы с тобой с приготовления народного средства. И как написано в рецепте, отгрузим 4 чайные ложки. 1 чайную ложку средства. Туда же мы отправим с тобой перекись водорода. 2 чайные ложки. Написано, что хорошенько взбить. Ничего не происходит. Ну и все, мы с тобой можем начинать эксперимент. Нанесем наше самодельное народное средство на одну из частей сковородки. Написано наносить толстым слоем. Окей, с этим мы с тобой справились. Далее санитол. Также нанесем его на вторую часть сковородки. Не будем жалеть, нальем так, как доктор приписал. Субстанция странная, похожа на сопли. На третью часть наших сковородок мы нальем крота. Средство для очистки труб. Посмотрим, насколько оно справится. Ну и на 4-ю часть добавим знакомый нам шуманит. Вот с ним надо быть предельно аккуратным. Если вдохнуть его пары, то можно с легкостью сжечь легкие. Ну и все. Для чистоты эксперимента мы оставим все это ровно на 1 час. Оу, щет. Вот это вонище. Ну, кстати говоря, нет никакого запаха неприятного, но тем не менее, там чисто. Вы посмотрите. Вы посмотрите, что это средство сделало с фольгой и столом. Оно ее просто разъело насквозь. Мало того, что она разъела всю фольгу, она разъела частично скатерть и половину стола. Всего 100 рублей, но разъедает сковородки на раз-два. Наше народное средство также хорошо справилось, причем от него нет никакого токсичного запаха, какой-то грязи вокруг, просто аккуратненькая белая пенка. Вот так у нас с вами справился крот. Теперь мы с вами взглянем на шуманит. Что произошло после использования шуманита? Вы посмотрите, какая пена, он до сих пор кипит. 2,5 часа он кипит.
Посмотрим, что произойдет после того, как мы их немного ополоснем. Оторвем с вами защитную пленку. Ну и подведем с вами итоги. Уже можно, в принципе, снять масочку. И немного поговорим о бытовой химии, которая у нас сегодня была. Посмотрите, вот эта часть была обработана содой, перекисью водорода и ферри. В принципе, я считаю, что это вполне дешевое и очень действенное средство, если оставить чуть подольше и потереть какой-нибудь металлической губкой. Никакой химии, безопасно для здоровья, ничем не воняет, не разъедает столы, скатерти и сами сковородки. Идеальное средство. Второе средство — это санитол. К нему есть большие вопросы. Оно очистило практически все. Можно было просто стирать все пальцем. Стоит оно тоже недорого, в пределах 75-100 рублей. Но оно разъело не только скатерть, оно разъело фольгу и разъело стол. Так что использовать можно, но на свой страх и риск. Чистит очень хорошо. Здесь мы использовали обычный крот, самый дешевый, который был в Максидоме. Чистинсток. В принципе, он тоже очищает жир и накипь. Посмотрите, как он очистил. В принципе, небольшие загрязнения он убрал. Если немного приложить усилия и потереть металлической щеткой, я думаю, все это уйдет. Чистинсток справился для своих нужд. Тем более это средство для чистки труб. Более чем достаточно. Ну а теперь последний наш всем известный шуманит. Можно сказать так, что он стоит в 4 раза дороже, чем санитол. Очистит абсолютно так же. Плюс ко всему, он, распыляясь, создает такое амбре, что на кухне нечем дышать. И учитывая его стоимость в 400 мл в 370 рублей, я думаю, сода с перекисью водорода будет гораздо лучше. Ну а теперь подведем итоги. Лучше всего чистит санитол. На второе место уходит наше народное средство из соды, перекиси водорода и ферри. На третьем месте оставим шуманит. А на четвертом, в принципе, неплохом, оставим чистинсток. Вот такие вот сковородки у нас с тобой получились. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, репости видео. Также заходи в нашу группу в Одноклассники, нас уже там более 5000. Там публикуются посты каждый час. Там очень много рецептов, горячих новостей и свежих фактов. Всем пока!